Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать умный паяльник HS02 от FNIRSI. Модификация A и B. Оба этих паяльника рассчитаны на мощность 100 Вт. В полную комплектацию паяльников входят еще блок питания на 100 Вт, шнуры для подключения и жало с другой заточкой. Эти два паяльника сходны по параметрам, но имеют разные жала. Именно поэтому применение на практике этих паяльников отличается. Обо всем этом я расскажу в этом ролике. Это один из лучших китайских паяльников. Такой паяльник можно подключить как к бортовой сети автомобиля 12 вольт, так и к сети 220 вольт через дополнительный источник питания. Тут имеются три преднастройки, которые легко переключаются. Паяльник имеет большой цветной экран. Лично меня подкупает малые размеры паяльника, удобная ручка, быстрота разогрева и интеллектуальная поддержка температуры жала паяльника. Нагревательный элемент находится внутри жала и расположен близко к месту пайки, что убыстряет его нагрев. Плюс есть такой колпачок на жало, которым можно закрыть полностью не остывший паяльник. И кейс, в котором его можно положить в сумку с инструментом. Ссылку на эти паяльники я оставил в описании. Если вас интересуют ролики про электрику и советы домашнему мастеру, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Я буду рассматривать две комплектации. Полный набор паяльника FNIRSI HS02A с жалами и блоком питания и стандартный набор паяльника HS02B с дополнительными жалами. После этого ролика вы можете выбрать паяльник, который подходит именно вам, и какую комплектацию паяльника заказывать. Начнем с паяльника HS02A, так как он мне больше нравится. Паяльник поставляется в такой красивой упаковке. Упаковка довольно красивая, как и другие упаковки приборов от FNIRSI. Паяльник в ней приятно будет подарить человеку, который увлекается техникой. Давайте вскроем упаковку. Тут располагается паяльник в боксе. В нем базовая комплектация паяльника. В этой коробке элементы расширенной комплектации. Достаем. Наличие бокса является существенным плюсом. С ним удобно брать паяльник на объекты. Прежней модификации паяльника HS01 от FNIRSI такого бокса нет. Давайте откроем бокс. Внутри находится буклет. На нем краткая информация о паяльнике, но паспорта тут нет. В буклете предложено скачать паспорт с официального сайта FNIRSI через QR-код. Чтобы вам не пришлось искать этот паспорт на сайте, ссылку для его скачивания я дал в описании. Но вам достаточно посмотреть ролик до конца, чтобы понять, как паяльником пользоваться и какие у него преимущества. Обращаю внимание, что бокс довольно просторный. Сюда легко помещаются 3 дополнительных жала в боксе и можно положить еще моток припоя с флюсом. В стандартный комплект входит такое конусное жало. Лично мне нравится жало с другой заточкой. Они входят в расширенную комплектацию паяльника, и о них поговорим позже. Нагревательный элемент находится рядом с жалом паяльника, что улучшает его теплотехнические характеристики. А тут жало подключается к самому паяльнику. Стоит сразу отметить, у модификаций А и Б посадочные размеры жал разные, и они не взаимозаменяемы. А это переходник для подключения паяльника к стандартному разъему DC. Мне повезло, что в оба комплекта вошли рабочие переходники. Но в интернете я нашел отзывы, когда к людям в комплект пришли бракованные переходники, так называемые перевертыши.
плюс и минус в них поменены местами, и паяльник при подключении сгорает. Чтобы избежать поломки, перед подключением паяльника переходник стоит проверить. Ставим прибор в режим прозвонки и проверяем, чтобы корпус Type-C звонился с корпусом разъема DC. Как видите, он у меня звонится. Если ваш разъем не прошел этот тест, то пишите производителю, но проще его выкинуть и купить новый. В комплект входит такая стандартная подставка для паяльника с губкой для очистки жала. Если другой подставки нет, то и это подойдет как временный вариант. А вот сам паяльник. Корпус сделан из алюминиевого сплава, что его делает довольно крепким и долговечным. Тут есть антистатический интерфейс для пайки чувствительной аппаратуры. Давайте сравним его с паяльником FNIRSI HS01, который я купил под брендом Kaiwitz. По длине вторая модификация чуть меньше первой. По сечению они тоже разные, вы сами можете сравнить. В первой модификации у меня жало уже вставлено. Для его замены приходилось откручивать эту гайку. Во второй модификации жало вставить проще. Просто берем и его вставляем. Жало жестко держится, замена жала проще и быстрее. Вынос жала у второй модификации паяльника меньше. По удобству использования корпусы, я бы сказал, одинаковые. В новой модификации лучше эта часть, которая препятствует съезжанию руки к жалу паяльника, чтобы не получить ожог. Тут резина проворачивается, а тут закреплена жестко. Кнопки расположены почти в том же месте, но в новой модификации их 3. Их удобно нажимать большим пальцем во время пайки. Дополнительная кнопка удобна для управления в меню, и ей можно паяльник выключить. В новом паяльнике почти в 2 раза больше экран, к тому же он цветной. Крышку мы можем надеть на паяльник, не дожидаясь, пока он остынет. Она жестко держится и защищает жало от повреждений. Давайте теперь посмотрим, что входит в расширенную комплектацию. Сверху расположены дополнительные жала. Давайте их рассмотрим. Вот эти 5 жал входят в расширенную комплектацию, а это 6-е из базовой комплектации. Вот самое большое скошенное жало. Оно подходит, где нужно хорошо прогреть место пайки, пропаять широкую дорожку или полигон. А это жало со скошенной заточкой поменьше. Это скошенный конус, это изогнутый клин. А это конус чуть меньший, что идет в стандартный комплект. Но реально они мало отличаются и их легко перепутать. В комплект входит вот такой шнур для подключения паяльника к порту Type-C. Длиной он 1,2 метра. Он довольно гибкий. Есть заглушки на концах, чтобы посторонние предметы не попадали в разъемы при хранении. Есть такой ремешок, чтобы удерживать шнур в свернутом виде. И вот такой источник питания GAN с поддержкой протоколов PDQC. Он позволяет выдавать мощность до 100 Вт. Поражают его маленькие размеры для такой мощности. Напряжение на выходе может изменяться от 9 до 20 вольт в зависимости от мощности, необходимой для питания паяльника. Провод внутри имеет шину данных, которая позволяет паяльнику запросить необходимое для него напряжение питания. Этот же блок питания можно использовать для зарядки смартфонов напряжением 5 вольт, а также для зарядки тачпадов и ноутбуков. Блок питания имеет 2 выхода Type-C и USB выход. Паяльник запитывается от порта Type-C. При питании от USB блок питания выдает меньшую мощность до 60 Вт. Эти характеристики по подключению прописаны здесь. Для питания паяльника можно использовать блок питания попроще, но при этом в настройках паяльника нужно установить уровень постоянного напряжения этого источника.
Как это делается, я покажу позже. Максимальную мощность паяльник выдает только при напряжении питания 20 вольт. При меньших напряжениях мощность будет меньше. А вот паяльник FNIRSI HS02B. Это базовая комплектация с дополнительными жалами. Коробка довольно приличная. Тут находится такой же бокс, как и в модификации A. Открываем бокс. Я вовнутрь положил два дополнительных жала. Их рассмотрим чуть позже. В остальном набор такой же, как и у паяльника HS02A. Бросается в глаза, что бокс для жала паяльника меньше. И это действительно так. Жало его тоньше, как само посадочное место в паяльник, так и острие, которым паяешь. Нагревательный элемент жала на порядок меньше. Именно из-за этих небольших размеров не стоит ожидать, что оно может передать на место пайки заявленные 100 Вт. Я думаю, что он отдает Вт 25 от силы 40. Именно из-за маленького сечения жала оно не может передать больше. То есть этот паяльник удобно использовать для мелких работ, где большая мощность не требуется. А вот такое жало может передать гораздо большую мощность. И думаю, 100 Вт оно реально передаст. Я уже пробовал паяльником HS02B паять разъем к солнечной батарее. Так как разъем довольно массивный, то хорошо прогреть разъем паяльник не смог из-за малого размера жала. Тем не менее, паяльник, аналогичный HS01, легко справился с задачей. Паяльника HS02A тогда не было, но думаю, он справился бы еще лучше, так как он мощнее и имеет улучшенное жало. И также отмечу, при пайке на солнце блок питания на 100 Вт от паяльника HS02 работал гораздо стабильнее, чем родной блок питания от паяльника на 65 Вт, который перегревался на солнце и требовал тени. Тут подобная брошюра, убираем. А вот сам паяльник. Остальная комплектация такая же. Переходник для источника постоянного напряжения DC и такая же подставка для паяльника. Давайте сравним две модификации паяльника A и B. Как видите, вылет у паяльника модификации A больше, чем у паяльника модификации B. Может, для вас маленький вылет жала паяльника окажется более удобным. Жало также хорошо держится в паяльнике. Давайте посмотрим, какие жала входят в дополнительную комплектацию. Вот такие жала. Если в основную комплектацию входит скошенное жало, то в дополнительную комплектацию входит мелкий конус и мелкий загнутый конус. Керамический нагревательный элемент находится внутри жал. Достаточно подать напряжение на эти два контакта, и оно будет греть. Давайте замерим их сопротивление. Замерим сопротивление жала паяльника модификации A. Подключаем. Сопротивление нагревательного элемента 2,83 Ома. А теперь замерим сопротивление нагревательного элемента для жал паяльника модификации B. У нас показывает 2,9 Ома. Для сравнения замерим сопротивление жал паяльника HS01. Сопротивление жала 5,7 Ома. Именно малое сопротивление жал паяльника HS02 позволяет развить в этих жалах большую мощность при том же напряжении. Это следует по закону Ома. Эти жала не нужно постоянно затачивать, как у обычных паяльников с медными жалами. Почистил жало специальной салфеткой и можно пользоваться дальше. Из-за керамического нагревательного элемента они имеют большой срок службы. При пайке не используйте флюс, содержащий слишком много хлора или кислоты, чтобы избежать коррозии поверхности.
Так зачем нужен такой навороченный паяльник, когда на рынке много паяльников намного дешевле? За время моей работы скопилась целая коллекция разных паяльников. И практически во всех случаях, где применялись мои прежние паяльники, можно применить один такой паяльник от FNIRSI. В автомобиле можно подключить этот паяльник к бортовой сети напрямую, а в помещении через блок питания. Интеллектуальный контроль температуры жала паяльника, его небольшие размеры и вес создают удобство в его эксплуатации. Старые паяльники я использую для пайки активными флюсами. Жало от них стоят копейки, и выбросить их не жалко. В чем достоинство современных интеллектуальных паяльников? Жало представляет единый блок из керамического нагревательного элемента и самого жала. Тепло с нагревательного элемента легко доходит до места пайки, и не происходит потери мощности. Поэтому паяльник может использовать свою мощность по полной. Плюс к этому в паяльнике используется пит-регулятор для выставления температуры. Это позволяет быстро и точно выставлять температуру жала. К примеру, вы паяете что-то с большой теплоемкостью, тот же контакт удлинителя. Обычным паяльником пришлось бы долго прогревать место пайки. Пит-регулятор сразу же включит паяльник на максимальную мощность, чтобы прогреть место пайки максимально быстро до необходимой температуры. Он также быстро снимет излишек мощности, когда пайка закончена, чтобы паяльник не перегрелся. Вот я снял жало, давайте паяльник подключим к источнику питания. Если вы не вставили жало в паяльник, неправильно его вставили или оно неисправно, то появится предложение вставить жало и звучит звуковой сигнал. В паяльнике HS01 звукового сигнала не было. Вставляем жало. Писк прекратился и на экране загорелось предложение нажать кнопку ОК. Нажимаем и паяльник включается. Интересная анимация отображения температуры. Вот он включился в первый режим. Нажимаем еще раз. Он включается во вторую предустановку. Это уже 330 градусов. Еще раз нажимаем. И он включается в третью предустановку 360 градусов. Мы можем вручную регулировать температуру паяльника вниз, вверх. Давайте включим первую предустановку. Это 300 градусов. Вот потихоньку паяльник остывает. И у нас температура остановилась на 300 градусов. На экране отображается температура, которая запрограммирована. Реальная температура жала. Напряжение на входе паяльника. И также номер предустановки. Сейчас первая предустановка. Если мы начнем регулировать, то предустановка отключается, и мы входим в ручной режим настройки температуры паяльника. Если длительно нажимаем кнопку ОК, то паяльник выключается. Напомню, чтобы выключить паяльник HS01, приходилось отключать паяльник от питания. Данный паяльник имеет датчик положения. Если им некоторое время не пользоваться, он переходит в режим сна. Это время можно настроить, а также температуру паяльника в режиме сна. Паяльник будет некоторое время поддерживать эту температуру, а потом выключится через время, которое тоже настраивается. Одновременным нажатием обоих клавиш мы можем попасть в режим меню. Выключаем. Также длительным удержанием кнопки ОК мы также можем попасть в меню. Все настройки разбиты на несколько блоков. Кнопками вправо-влево мы осуществляем настройку. Коротким нажатием ОК мы выбираем настройку. Длительно удерживая клавишу ОК, выходим из режима. Давайте посмотрим, что можно настроить и увидеть в этом меню. Первый блок
Это настройки режима Sleep. Нажимаем. В этом меню мы можем настроить время перехода в режим Sleep. Дальше время нахождения в режиме Sleep до выключения. А дальше температура в режиме Sleep. Эти настройки мы можем подрегулировать. Для этого нажимаем ОК. И таким образом можем подрегулировать температуру в режиме сна. Длительно удерживаем ОК. Выходим из режима. Еще раз длительно удерживаем. И попадаем в главное меню. Следующий блок — это ручные настройки. Входим. Первым пунктом мы можем подстроить предустановленные значения. Нажимаем. Выбираем, какое значение нам надо поменять. И кнопками влево-вправо мы его изменяем. Удерживаем и выходим. Следующее значение — это напряжение питания. Мы можем выбрать напряжение блока питания, если мы используем обычный блок питания DC. Можно выбрать 9, 12, 15 или 20 вольт. Выходим из режима. Следующая настройка — ограничение мощности. По умолчанию стоит 65%. То есть максимальная мощность этого паяльника по умолчанию 65 Вт. Мы можем войти и снять это ограничение. Вот я выставил 100% и паяльник может развивать мощность 100 Вт. Выходим из режима. Дальше выбираем шаг регулировки температуры. По умолчанию 5 градусов. Это удобно. Я этот шаг оставляю. Выходим. В следующем пункте можно осуществлять калибровку паяльника температурами 150, 250 и 350 градусов при необходимости. Я оставляю калибровку как есть. Выходим из режима. Выходим из этого блока. Следующий блок — системные настройки. Входим. Первое — выбор языка. Тут китайский или английский. Выбираю английский. Следующая настройка — поворот экрана. Вот мы можем выбрать отображение информации под левую руку. И у нас экран перевернулся. Нажимаем, выбираем другую настройку. И вернули расположение экрана под правую руку обратно. Следующей настройкой выбираем градусы Цельсия или Фаренгейты. Я оставляю градусы Цельсия. Следующей настройкой мы можем отрегулировать громкость динамика или вообще ее выключить. Я оставляю максимальную мощность. Следующей настройкой настраиваем яркость экрана. Я также оставляю максимальную яркость. Следующий пункт — обновление прошивки. Дальше мы можем посмотреть версию прошивки и кто производитель. И следующий пункт — возвращение к заводским настройкам. Выходим из режима. Мои выводы, исходя из этого обзора. Компания FNIRSI сильно постаралась, производя апгрейд паяльника HS01. Сильно поменялся дизайн корпуса паяльника, стал большим и цветным дисплей, упростилась установка жала паяльника, появилась еще одна кнопка ОК, благодаря которой удобнее работать в меню и стало возможным принудительно отключать паяльник, не отключая его от напряжения. Появилось звуковое сопровождение, стало более понятным и организованным меню. Удобна возможность сделать 3 предустановки. Работа проделана действительно большая. Если выбирать из этих двух паяльников, то я для своих нужд выбираю паяльник A. Я думаю, что вариант B оценят ремонтники микроэлектроники, такой как смартфоны и ноутбуки. Вы же можете выбрать для себя подходящий вариант. Так как ролик и так затянулся, то я испытаю паяльники в других роликах. А вы можете написать в комментариях, в каких условиях лучше испытать паяльники.
Если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях. Также буду благодарен, если вы поделитесь опытом эксплуатации подобных паяльников. Ссылку на этот паяльник я оставил в описании. Поделитесь видео с теми, кому этот паяльник и информация из видео могут быть полезны. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.